Всем привет! Наконец-то до нас дошла масленица, и я делаю блины. Блинчики я буду делать из гречневой муки, без глютеновой, без пшеничной муки и без дрожжей. Кстати, я вчера сходила к косметологу, первый раз за долгое время почистила лицо. Кожа такая мягкая, вообще. Ну, без косметики, без всяких средств пока сегодня. Ну что, приступим. У меня сегодня гречишные блинчики безглютеновые на гречишной муке. Пшеничную муку я добавлять не буду и дрожжи тоже добавлять не буду. Посмотрим, как они получатся. Я все отмеряю вот таким стаканом. У меня стакан. Потом скажу, сколько миллилитров, и рецепт напишу под видео. Но в принципе не важно, сколько миллилитров. Главное, чтобы все продукты вы отмеряли одним и тем же стаканом. Итак, у меня стакан гречневой муки, который я пересыплю в ситечко. И теперь им буду отмерять молоко и воду. 2 яйца, которые я нечаянно присыпала мукой. 1 чайная ложка без горки соды, и я возьму чайную ложечку соли, тоже без горки. Мне нужно будет 1,5 стакана молока, который я налью вот в эту миску. 1,5 стакана молока. Кстати, забыла вам показать, я покупаю гречневую муку, вот такую. Если кто-то живет в Ирландии, вот такую гречневую муку, я покупаю ее в индийских магазинах, упаковки 1 килограмм. Возможно, она продается в магазинах здорового питания. Не знаю, буду в магазине, посмотрю специально. Но в других магазинах я гречневую муку не встречала, поэтому попалась мне в индийском магазине, вот я купила. Итак, 1,5 стакана молока, добавляю сюда 2 яйца, чайную ложечку соли. Ой, сахар забыла. Чуть не забыла сахар. 2 столовые ложки сахара. Просеиваю сюда муку, приготовлю кипяток. Я налью стакан кипятка. Все это перемешаю миксером. Теперь я сюда всыплю чайную ложечку соды и налью полстакана кипятка. Все это размешаю. Масса получается жидкая, но она еще немножко загустеет, так что не бойтесь. Добавляю оставшийся кипяток. Получается вот такая жидкая масса. Я дам ей постоять минут 15-20. Итак, прошло минут 15. Смотрите, тесто загустело уже, оно все еще жидкое, но гораздо гуще, чем оно было. Я прошу прощения, у меня там шумит посудомоечная машина, если вам слышно. Вот. Теперь сюда добавлю пару столовых ложек растительного масла обыкновенного подсолнечного и начну выпекать. Не забывайте тесто хорошо размешивать, потому что мука оседает на дно. Ее нужно хорошо размешать. Сковорода у меня небольшая, диаметр дна всего 16 сантиметров. Я смажу ее растительным маслом, но всего 1 раз. Потом уже маслом мазать не буду. Ты чего? Когда сковородка хорошо разогреется, наливаем тесто и печем блинчики, как вы их обычно печете. Поскольку эти блинчики безглютеновые, они очень легко рвутся, поэтому нужно подождать, пока они хорошо поджарятся внутри и схватятся сверху. Только потом переворачивать. Консистенция теста, конечно, зависит от вашей муки. Если вам покажется, что тесто жидковато, добавьте чуть меньше кипяченой воды или дополнительно пару столовых ложек гречневой муки на свое усмотрение. Чуть-чуть убавлю огонь, чтобы они не горели.
Блинчики – дело не быстрое. Не забудьте сделать себе чайку или кофейку. Очень удобно эти блинчики переворачивать руками. Вот так подцепите край, аккуратненько снимите блинчик со сковороды, плюх, и готово. Можете растопить сливочное масло и смазывать блинчики маслом. Ну и продолжайте выпекать, пока ваше тесто не закончится. Просто хочу вам показать, какие получаются блинчики. Тоненькие, мягкие. Вот, посмотрите, все в дырочку. Можете смазывать их растопленным маслом, посыпайте сахаром, мажьте вареньем. Делайте так, как вы любите, на ваш вкус. Вот смотрите, какие получаются блинчики. В дырочку просвечиваются. Вот такая красота получается. Смотрите, прямо просвечиваются блинчики. Вот такой у меня вид из окна, из кухонного. У нас очередной шторм. Не знаю, как он называется, наверное, уже закончились имена на эти штормы. Ну вот и все, блинчики готовы у меня. Последний поторопилась снять, и он у меня вот здесь с краешку порвался. Получились очень тоненькие. Сейчас вам покажу. Смотрите, очень хорошие, не рвутся. Вот такие получились блинчики. Без пшеничной муки и без дрожжей. Вот такая горка у меня получилась. Ой! Но, как я вам сказала, у меня сковородка была небольшая. Поэтому у меня получилась вот такая горка. Считать я их не буду, потому что зависит, конечно, от вашей сковородки. Тоже, если у вас побольше, то получится, конечно, блинов поменьше. Еще что хочу вам напомнить по поводу блинов на гречишной муке. Не забывайте хорошенечко перемешивать ваше тесто в процессе приготовления, потому что мука оседает на дно и тесто становится чуть пожиже. Снимать их со сковородки легче всего руками. Подцепите край и вот так тихонечко снимите, переверните. Только смотрите, не обожгитесь. Ну вот и все, будем кушать. Всех с Масленицей!